Добрый день, друзья, с вами Рози, и это This is Police. Очень интересная игрушка от разработчиков Papers, Please, насколько я знаю, и мы ее, думаю, пройдем. Что, давайте сразу же приступим. Поиграл я пару минут, и могу сказать, что это годная тема. Мэр Роджерс, сексуальный маньяк. Мэрия подтвердила слухи о подставке Джека Бойда. Марк Уорд 2 покажет во Фрибурге на день раньше мировой премьеры по личной просьбе мэра. О да, машинка заводится с третьего раза, что-то не удалось в жизни этого Джека. When I was a kid, my father sometimes told me at bedtime that if I closed my eyes and didn't open them for a long В чем-то твой отец time, был all the точно demons прав. would blow away. Yesterday I turned 60. 60 лет, шефа полиции, ну теперь понятно. Not because I'm sentimental Что or его want to keep the увольняют. memory of my father alive. I just can't think of a better solution. To get away from all the demons that haunt Freeburg, I'd need to wear a blindfold 24/7. Plus, it's a good idea to act blind when talking to reporters. At least that's what my colleagues say. They're afraid of press conferences. But for me, it's more like a confessional. No matter what lies you tell, you're privately thinking the honest answers. It helps me remember who I am. The fact that I'll be reading all about it in the papers tomorrow is a small price to pay. Call it penance for the preacher. Во всем нужно платить. Ты прав, Джек. Во всем нужно платить. This is the first time I'm afraid of those answers my mind has given me. Not because I'm mad I'm losing my job. Though it's true, I'm mad as hell. Not because I subconsciously blame everyone else. Though I damn sure do blame them. And don't even ask me what my next move is. I can't imagine. But even that doesn't scare me. The worst thing is, I know I'm gonna have to do something. And I'll be damned if I know how far I'll go. I may have a lot of vices, but predictability isn't one of them. I learned a long time ago how to drive away the swarming demons. But what do you do when they're trying to rip your soul from your skin? Shutting my eyes tight as I can. The best solution remains the same. Play blind. I just hope the reporters think I was blinded by the camera flash. Тебе это не поможет. Вот мы и на конференции. Доброе утро. Вчера мэр официально объявил о вашей отставке. Это стало для вас сюрпризом или вы знали об этом заранее? Мэр обсуждал это со мной. Мэр Роджерс говорил мне, что хочет видеть свежее лицо в кресле шефа полиции. Так что это не было для меня сюрпризом. Вы знаете имя своего преемника? Нет? Конечно, нет, и сомневаюсь, что мэр знает. Из-за разгоревшегося коррупционного скандала ваш заместитель Фрэнсис Кендрик собирался покинуть полицию. Если мэр предложит ему вашу должность, думаете, он может передумать? Сложно сказать, но мне сложно представить более достойного кандидата, чем капитан Кендрик. Хотя Кендрика оправдали, многие все еще верят, что полиция работает с мафией. Что вы можете об этом сказать? Чушь. Извините, но это полная херня. Мафия и полиция работают вместе. Может, они еще и с пришельцами сдружились. Мафия просто кучка придурков. У кого-нибудь тут есть нормальный вопрос? Что-то мы не то сделали, мне кажется. Вы верите, что ваши личные отношения с мэром могли стать причиной вашей отставки? Откуда мне знать? Лучше спросите самого мэра. Спасибо. Ох уж эти чертовы журналисты. How's the back today, Mr. Boyd? Same as usual. How did the press conference go? You can read about it in the newspapers tomorrow. Don't let anyone in. Even Mr. Kendrick? Especially Mr. Kendrick. Видимо, это правда, что Кендрик связан с мафией. Тогда мы зря его защищали. Сейчас все подумают, что мы связаны с мафией. О, боже. Колеса? Ах ты чертов старый ублюдок.
Сигары. Да ты не промах. As soon as I heard the door creak, I knew what face I'd see. When I tell Emma not to let anyone in, there's only one man it could be. Rude, arrogant, no warning. That's Mayor Rogers in a nutshell. White summer Мне уже не shoes, нравится white этот socks, ублюдок. white shorts, white polo shirt, and the white smile of a hungry shark. Mayor Rogers enters every room like he owns the place. Even the floorboards under his feet sound like they're creaking an apology. He never shied away from the odd corruption scheme. It's like the devil walks behind him. In the movies, the villains controlling the city play golf with the judges. Rogers plays tennis with them instead. That's about the only difference. Jack, Везде I was преступность. hoping to catch you after the press conference. You ran away so quick. There's no smoking at City Hall. No reason for me to hang around. Well, this morning I signed a ban on smoking in all public buildings. Soon you won't be able to smoke here either. Да иди ты в Soon жопу. enough, I won't be here at all. Фу. That's what I wanted to talk to you about. The people of this city like you, Jack. The police chief of all people. Don't betray that, Jack. Don't get wrapped up in any schemes. Да пошел Sit ты. nice and quiet for the next 180 days. Тихо посидеть, and, ты еще обо and мне you'll be услышишь, remembered говнюк. as a hero. That's the only thing that you still have left. Be the hero. Then how am I supposed to scrape together a retirement fund? You had a million chances to secure a luxury pension, one that even I would have envied, although I've never set aside any money for myself. I'm not planning to retire anytime soon. Мразь. 180 days. Мы еще с тобой quiet, свидимся. Jack. That's all I need. I don't have any problems with you. Я устрою And тебе you проблемы. won't have any problems with me. I have a new assistant, Troy Starr. If you have something to tell me, call him. But try not to bother him. He's a busy man. I'll do my best. And quit smoking up the office. One of my friends will be using it soon. Давай, вали отсюда, и с катертью дорога. Мудак. I'm sorry, babe. Only the mayor has this number. Mr. Mayor? Yeah, is this Troy Starr? Yes? Go fuck yourself, Troy Starr. По красоте. Джеки, да ты красавчик. День второй. Ну что, начинаем. Глава департамента культуры владеет виллой в Италии. Фрэнсис Кендрик может занять место Джека Бойда. Джек Бойд подтвердил, что полиция сотрудничает с мафией. Ну вот, я об этом и говорил, что зря мы прикрывали Кендрика, и получилось так, что мы подтвердили, что полиция работает с мафией. Cops don't use the police station cafeteria anymore. There's some kind of stigma against sitting shoulder to shoulder with your partners. Everybody just takes snacks from the machines or grabs a meal and hammers it down in the corner like a vulture on a corpse. The main thing? Don't look into anyone's eyes. Could be construed as an invitation to sit together. The only people eaten here are ghosts. My deputy, Francis Kendrick. He recently became one of those ghosts. The subject of one of the most devastating corruption scandals in the history of Ну вот, Freeburg. все No подтвердилось. evidence to support the accusations, but everyone knows Kendrick's days are numbered. I need that file I asked for. Needs to be ready tonight. Francis didn't say anything, but I understood. Ghosts aren't supposed to talk. Besides, I got a feeling he was already finished. Теперь его все будут ненавидеть. Самая ужасная участь. Ну вот и мы начали. Хотите получить подсказки о том, как работает игра? Ну ладно, валяйте.
Полиция Фрибурга делится на две смены, которые работают день через день. В каждой смене есть офицеры, реагирующие на вызовы, и детективы, занимающиеся расследованием. Вы можете свободно перемещать сотрудников из одной смены в другую. Окей. И у офицеров, и у детективов есть несколько важных характеристик. Профессионализм показывает общий уровень эффективности полицейского показателя в районе 150, считается средним. Профессионализм. Да ладно, неинтересно. Шкала энергии показывает, насколько полиция устала, чем меньше сотрудника сил. Окей. Некоторые характеристики скрыты от вас. Например, одни копы слишком ленивые и склонны отпрашиваться домой по любому поводу, а другие чересчур любят выпить. Но об этом остается только догадываться. В моем полицейском участке будет дисциплина. Так, кто у нас тут? Ха, бабуля Прайс. Какими судьбами? Начнем. Вот и первый наш рабочий день. Все здесь, спецназ. О, сигареточка. Ну что, самая обыкновенная полицейская работа — реагировать на вызовы. Вам нужно успеть посылать копов к месту происшествия до того, как исчезнет таймер. По отметке на карте вы можете определить, откуда поступил вызов. Окей. Вот и вызов. Первое дело, ребята. Самый простой способ определить, насколько сложный момент может оказаться задачей, посмотреть, сколько копов вам разрешают отправить на вызов. У нас 2, это значит такая минимальная, да? Слоты еще не все. Любая доступная информация от места преступления до оружия преступника может подсказать вам, насколько серьезно стоит отнестись к каждому случаю. Окей. Побег с места аварии. Муж с женой выходили из магазина и увидели, как фургон на парковке сдавал назад и сбил бомжа. Окей. Который копался в урне. Водитель выскочил на крик, но спокойно уехал, когда увидел, что под колеса попал бомж. Пошлем на это дело Цубаки и Остин. Остин наш молодой парень, как мы можем увидеть, и будет учиться всему у более прокачанных по рангу. Так, второе дело. Драка, кинотеатр. Администратор кинотеатра сообщил, что на показ фильма «Гражданин Кейн» в зал попытался попасть нетрезвый мужчина с доской для сноуборда с надписью «Розовый бутон». Когда его не допустили в зал, он разбил кассиру голову своей доской и теперь отбивается от охранника кинотеатра. Какой он буянистый. Правим Янси и Асана. Посмотрим, что выйдет. Давайте, ребятки, я верю в вас. Не подведите меня. Мне и так осталось тут 180 дней. Пыхтеть вместе с вами. Так закончим эти дни с достоинством. Ух ты, гроза. Отчет. Побег с места аварии. Что у нас? Если все сложилось предельно удачно, полицейские ловят преступника и никто не умирает. Если дела пошли чуть хуже, преступнику удается скрыться. При худшем раскладе преступник, прежде чем сбежать, может убить как гражданских, так и копов. Погибшие полицейские не слишком волнуют мэрию, а вот мертвые горожане бесят чиновников даже сильнее, чем живые. Окей. О, поймали. Молодцы, ребят. Молодцы. Я вас верил. Возвращайтесь обратно. Выпейте чашку кофе. Итак, у нас следующее дело открыто. Ага. Поймали. Тоже. Молодцы. Молодцы. Никто не повредил. Все хорошо. Так, третье задание. О, еще одно. Вооруженное ограбление. Пригород. 3 подростков с охотничьим ружьем ограбили магазин, видеокассету, утащив весь ассортимент фильмов для взрослых. Ах, шалунишки, ах, мальчики какие шутнички. Грабители скрылись на машине. Но продавец запомнил номер автомобиля, его хозяйка Дженнет Браун живет в пригороде. Отправим Кости и кого еще можно отправить? Блин, Прайс отправить. Нет. ПРД отправим. Нельзя Прайс отправлять на такое серьезное дело. Вдруг эти мальчики психи. А я знаю, если оторвешь таких мальчиков от главного дела в своей жизни, это будет череда плохих моментов. Драка. Юридическая контора. Джонсон, Юрген и Кац. Брат с сестрой сцепились друг с другом при оглашении завещания погибшего отца. Мы не рискнем разнимать их, а охранник на больничном, сообщил один из адвокатов. Ну давайте Цубаки и Остина.
Давайте, ребята. Мы должны очистить этот город от преступности. Сделать так, чтобы в нем можно было жить спокойно и мирно. Хотя бы в последние дни моей работы в полицейском участке. Итак, нападение, гетто. Прохожие видел, как несколько подростков напали на пожилого музыканта и отняли у него гитару и деньги. Ага, гетто. Ну, мы, наверное, отправим Прайсона, так будет. В машине сидеть на рации, если что. Опа. Прямые приказы. Если ситуация кажется копам неоднозначной, они могут связаться с вами и попросить прямых указаний. Постарайтесь вникнуть в происходящее, но не тяните время. Окей. У дома Браун действительно стоит та самая машина, и из окна гостиной доносится стоны и громкий смех. Постучаться в дверь. Откройте, полиция! Ай, молодцы, ребята. Молодцы. Я не сомневался в вас, мои девчонки. Драка, отчет. Преступнику скрылся, окей. Поработаем над вами еще, конечно, да. Так, время уже 6 часов. 7 час. Опа, отчет. Нападение, как там прошло? Молодцы, молодцы. Прокачиваем прайс перед ее уходом из полиции. Я думаю, мы от нее избавимся. Все, день завершен. На этом все заканчивается. Окей. Завершение дня. Так, если вы считаете, что завтра вам пригодилась бы пара-другая лишних рабочих рук, вы можете приказать любому копу пойти на следующий день. Да не, нам это не нужно. Как бы здесь все справились. Пошли. За следующий день. Used to be, when I asked Kendrick to stay late at the office, he liked to grumble and crack wise. Nowadays, he doesn't have the strength for it. Slumped shoulders, blank stare, wrinkled skin. The past few weeks, I don't hardly recognize my old friend. In his younger years, he reminded me of a gallant royal officer in an old Kipling story. Kendrick isn't just crumbling under the weight of the public pressure, but from the shame of it all. Internal Affairs raided the library he inherited from his grandfather, hoping they'd find buckets of cash stashed in the pages. Heard about the look on his face, the fearless policeman standing helpless in horror. I've known Francis for 30 years. The past 20 years he's played loose with the law. And I know that at a certain point every stolen dollar brings more misery than anything else. Probably sounds crazy, but I sympathize with the guy. What can I do? Your friends are your friends, and these are the waters we swim in. Called all of the people on that list today. Now they know you're in business, so you could get a call from any of them. You don't need to worry about any of them. I've cleared them all. And what kind of business are we talking here? It's nothing too serious, just like you asked. Should be just a few small favors. Payments will vary depending on the situation and who you're dealing with. How much are you looking to earn? $500,000. $500,000? Why not a whole 500 000. Because everybody wants to себе. take $1 million. Figured I'd try something different. $500,000 in 180 days? Well, you could earn it all above board if you netted all the big fish and hit all your bonuses. Never knew you for a fisherman. Well, you never got into my business, and I'm not trying to get into yours. But be careful about bringing in any other cops. Sooner or later, they'll put the finger on you. And one more thing, Jack. I remember what you said, but I should probably add one more name to that list. Christopher Sand. Sand. Christopher G. Sand. Everyone knows the name, but few could tell you who he is. The old man stays away from the spotlight. Always wears old-fashioned jeans and knitted sweaters. Gives to charity. Rarely attends social events. An avid hunter, I hear.
even dabbles in нет. poetry. Ошибочка You'd never вышла. guess he's the head of the oldest and most powerful gang in the city. Goes back as far as his great-grandfather. And Sand is strict about following the old rules. He rarely involves himself in commonplace murders and robberies. Hardly needs to intimidate anyone to get his point across. The people who work for him each have their sphere. They provide protection where needed, even work with the authorities when they want to make a deal. Meanwhile, Sand pulls the strings without getting his hands dirty. People sometimes mistake his quiet approach. A couple years ago, an arms dealer decided to expand its business without asking permission, and his whole family paid the price. In 4 weeks, Sand killed 31 people. Old men, women, even a few teenagers. And Sand's people made sure every paper reported it. Frank, I don't want to hear you say that Еще name один again. ублюдок в этом Jack, городе. please listen to me. I'm in with these guys. We agreed, Frank. That's not the kind of business I'm into. I don't go there. Never have, never will. Мне почему-то его тоже стало жалко. День 3. Фрэнсис Кендрик объявил дату своей отставки. Строительство музея кино вновь отложено. Легендарный певец Генаро Креспо передает во Фрибург. Ну что, я думаю, мы на этом закончим. Увидимся в следующей серии. До скорой встречи. Всем пока.